Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, стримы точнее. Меня зовут Сани, и здесь мы с вами прожариваем всегда странные, не очень устройства. Иногда супер популярные, иногда супер непопулярные. Напоминаю, что основной канал Польза.нет, 453 тысячи подписчиков. Техно жил, техно жив и техно будет жить. Почему? Потому что пока у вас есть деньги, вы не собираетесь, как маленькие барашки, идти и покупать устройства, которые продаются вам через, допустим, шортсы или рекламу. Но я думаю, что люди такие не переведутся, которые не будут бежать и такие: вау, там так красиво рассказали, столько эмоций. Так что весь негатив здесь. Добро пожаловать. Вы попали в место, которое сэкономит вам средства, потому что расскажет о железке подробно. И напоминаю, что меня зовут Саня. Сейчас я чуть меньше сделаю яркость у великой и ужасной лампы. Не знаю, зачем я так серьезно все включил. Напоминаю, что я стараюсь покупать все. Zenfone 11 Ultra я купил, получается, на прошлой распродаже. Мне он уже пришел, я его уже для вас сравнивал с великим и ужасным каким смартфоном? Правильно, с Meizu 21 Pro, который также был на прожарке, можете посмотреть. Но дело не в прожарке, дело в том, что если вам кажется, что камеры с сенсором от Realme 12 Pro Plus, который стоит до 30-ки 28 тысяч, это норма. В китайской версии когда-то он, помните, за 24 тысячи рублей продавался. Вот это вот Zenfone 11 Ultra, который я на их месте бы никому и не посылал бы для обзора. Ну, разумеется, если Asus решит продавать, он будет каким-то образом их пиарить. У них уже есть рекламный обзор свой родной, азусовский. Я могу сказать, что сразу спойлерну, я вообще не понял. Они делали компакты, они были уникальными, их можно было сравнивать с Samsung S24, 23. То есть малогабаритные штуки никто не делал, кроме Яблока и Азусов. Теперь делают только Яблоко и Samsung. Ну, еще Samsung делали, окей? Не забываем прожать лайк, не забываем подписаться на канал с колоколом, не забываем оставить комментарий больше 5 слов, потому что если говорят, обзоры умерли, то вот такие прожарки однозначно должны погибнуть, правильно? Так что от нас с вами зависит, будете ли вы иметь реальную информацию о той или иной железке, которую вы собираетесь купить на 1, 2, 3 своих зарплаты. И даже если не на зарплаты, а под закупку, под продажу, я думаю, что такой контент будет даже перекупом полезен, и я уверен, что меня таких довольно много людей смотрит. И это хорошо. Я очень часто покупаю в Петербурге на Авито, от человека слышу: а ты не польза, я после тебя как раз начал заниматься этим делом. Ну вот как бы, да. Я не считаю, что это плохо, если люди потом имеют возможность купить что-то дешевле. Если вы занимаетесь этим эффективно, у вас есть выход в Китай, почему бы нет, учитывая, что сейчас еще появилась тема с таможней, и плюс 15% выглядит совсем печально. К слову, это я SE 3 гоняю. Разумеется, OnePlus Ace 3V это SE 3, а Ace 3V у меня на руках. И пока я вам рассказываю про то, что вам нужно подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, мы с вами максимально стандартно, видите, чехла нет. Я включаю устройство на прожарку и гоняем 3 раза в Antutu. К слову, я забыл посмотреть, сколько люксов яркость, но все равно у нас будет белый фон. Примерно 870. Я думаю, 870, вот так где-то. 1100 было. Нет, 1100. 1100 люксов максимальная яркость. И, разумеется, он ее сбросит. Почему я знаю? Потому что это первый смартфон за просто безумное количество времени из тех, что у меня были. Он пробил температуру в 55 градусов. 55 градусов, сказать, что это сильно, это ничего не сказать. Это прям за пределом. Я второй раз гонять его не буду. Я не буду гонять его в морозилке. Я не хочу, чтобы у меня там процессор отклеился. И вам я не советую, если вы приобретете этот смартфон, гонять его в Antutu, потому что такого я не помню. То есть 55 градусов не пробивал ни один смартфон, но не это самое страшное. Может быть, я бы его прогнал. Самое страшное, что я его коснуться не смог.
Он был реально, я его еще и потерял этот момент, я не думал, что он вылетит. 53 градуса, когда я его фотографировал и делал видео, в личной телеге я скидывал. Someone, привет. Кто там Нил? Игорь, привет. Валенс, привет. Удмурт, привет. Николай, рестайлинг, Спаркмен. Нет, здесь вопрос не от, как бы, спасибо, что вы смотрите. Будет 100 человек в онлайне. Я повторяю, что мы всегда найдем причину собраться, потому что, опять же, этот смарт, эта штуковина, надеюсь, что все, кто посмотрит этот стрим, потом посмотрит обзор, но он вообще непонятно к чему. То есть Азусы хорошо делали компакты. Ну, ладно, у них там был перегрев, глючная оболочка, еще что-то, но их можно было рассматривать как альтернативу тем же Samsung. Что они сделали с Ультра? Они такие, у нас есть 8 и 8 Pro, надо что-то еще выпустить. Давайте уберем один Type-C-шник. RGB подсветку и триггеры. О, 11 Ультра. Все. Когда пиарят там экран в E6, так уже есть E7. Но я говорю, я вообще не понял. Я вообще не понял. Но понял я или не понял, я себя на понял не бери. И я его приобрел, расскажу вам. Вы сами сделаете выводы, я его сравню по камере, по легкой форме с S23 Ultra. И я думаю, что вам будет это дело интересно. Обзор на Redmi Turbo 3 будет однозначно. Вот. 100% будет обзор. И насколько он будет эффективен, когда он придет, я не знаю. То есть 3 турбо, еще что-то я приобрел. Подождите, я не помню, что я еще приобретал. Из свежего. 6SE Realme. Нет, это Zenfone 11 Ultra. Zenfone 10 был по дизайну лучше, чем Zenfone 11 Ultra. Zenfone 11 Ultra не имеет дизайна в принципе. То есть я повторяю, что они просто-напросто взяли великий ужасный смартфон под названием ROG 8 и 8 Pro и выкатили его как Zenfone 11 Ultra. Не забываем прожать лайк. Всем, кто пришел, огромное спасибо. Я понимаю, что сам по себе девайс, мягко скажем, вообще никому не интересен, но вообще никому не может быть. Ладно, давайте будем объективны. То есть кому-то он будет интересен. Я уверен, что даже его кто-то приобретет по своей влюбленности в Asus, потому что других причин быть для покупки подобного устройства по мне не может. Это SE 3, кстати, который по 22 штуки продается, и его можно ругать или хвалить. У нас есть Poco X6 Pro, но в один ценник, тем более этот дешевле, был бы он в один ценник с Poco X6, да, было бы круто. Саня, откуда у тебя деньги? Название не придумал. Откуда у меня были деньги на канал? Название не придумал. Посмотрите канал с самого начала. Я первые 2 года даже монетизацию на YouTube не подключал. В тот момент, когда вы узнаете, откуда у меня деньги, я думаю, такой момент не придет. Это очень... Как сформулировать? Пока ты не медийная персона, а я ей становиться не собираюсь. Нет, насчет мобил все очень просто. То есть, допустим, ты блогер. Вот я 3 года покупаю мобильники. Купил одну мобилу, потом 2, потом 3. Я же не всегда проигрываю на продаже. Иногда я выигрываю. Я также покупаю с купонами. Я скидываю, кстати, периодически, за какой ценник я купил. Я все еще продаю иногда их дороже, даже уже распакованные. И просто это копится. То есть за 3 года скопился такой объем, который позволяет мне при продаже покупать новых устройств много, и все.
Это чистой воды математика. Вопрос, как бы, готов ли я это осваивать? Вот пока готов. Что такое осваивать? Разумеется, легче делать обзор один раз в неделю, а лучше один раз в 2 недели, а лучше, ну, не знаю, там, или каждые 4 дня. Но это все зависит от человека и что ему нравится, и что ему надо. Если ты делаешь это не потому, что тебе нравится, то однозначно да. Однозначно это тупиковая вещь. А я считаю, что, ну, моя фишка перед самим собой, что я смотрю на весь модельный ряд, все, что продается, и могу сказать, вот это шла, так, ну, проще говоря, я, разумеется, не буду всю скупать линейку какого-нибудь Вива, потому что она никому ну, не нужна. Нужны только топовые флагманы. Разумеется, я не куплю всю линейку Oppo. Я куплю какую-нибудь К-серию, которая мне интересна, и флагманскую. Все. И то очумею ее потом продавать. Если говорить OnePlus, они мне все интересны. Если говорить Samsung, мне не особо интересен А35, который я купил. Но ввиду того, что я подобное не обозревал, почему бы нет? Не особо интересен А15. Вот. Если говорить про ноутбуки, вот сейчас я их купил много. Ну, по мне, допустим, 7 штук. И если у меня реально будет большой минус по ним, то есть я сильно войду по перепродаже в минус, то я не буду больше делать обзоры на ноутбуке. И еще раз повторяю, что даже если вы видите рекламные обзоры, вот, допустим, скоро вы увидите еще один рекламный обзор на смартфон Tecno, они откровенно всегда рекламные. И второй рекламный обзор на интеловский смарт. Все тесты реально. Что тротлинг-тесты, что Antutu, что 3D-марки. И все, кто смотрит меня, они более-менее умеют читать результаты тестов. И для них никакой сложности не составит самим сделать какие-то выводы, тем более там будут еще примеры съемки. Ника Либра, привет, спасибо, что стримишь, спасибо, что вы смотрите, Ник Либра. Но вообще сегодня я начинаю приходить к выводу, что стрим не особо и нужен, нас 66 только в онлайне. Не забываем прожать лайк. И повторяю, что вот этот смартфон стоит просто космос. Зачем я его купил? Вот как я часто повторяю, потому что могу. Но я вот, что я не покупаю, заметьте, я не покупаю какие-нибудь Honor глобалки, но это чистой воды реклама. То есть до какой степени нужно быть мультиком, чтобы купить Honor и потом надеяться его в глобалке продать. То есть с OnePlus эта тема еще работает. С Realme эта тема еще может сработать. Но с Honor'ами это ты просто покупаешь как железку, которую тебе потом придется продавать на 30% дешевле, если она тебе не зайдет. И это Honor, это даже не Huawei. И это не спойлер, это к тому, что когда мне пишут, ты покупаешь там Xiaomi глобалки, китайские версии, так китайские версии Xiaomi стоят копейки, а глобалки потом на сейле стоят так же. И я продаю чаще всего даже, повторяюсь, дороже. А если я куплю Honor, точнее, покупаю китайский Honor, теряю на нем 5-10 тысяч рублей. Если я куплю глобалку, я потеряю 30. И в чем там разница будет? Ну, то есть чаще всего там даже разницы нет. Если в китайцах типа Redmi и Xiaomi и Realme есть еще хоть какая-то разница, они там сенсор могут другой поставить, еще что-то, то здесь Ctrl-C, Ctrl-V история. Жакомт, если вы смотрели мой канал, он называется «Польза.нет». И я с излишней гордостью могу вам сказать, что смартфоны IQ обозреваю я больше всех. IQ глубоко наплевать на Россию. В России нет офиса, они никому не платят. Ссылки с Али на них не реферальные, за них тоже никто не платит. И это классные смартфоны. То есть можете посмотреть, все равно блогеры от безысходности о них рассказывают, и рассказывают они от безысходности не по причине того, что вы заметьте, я делал топ до 30 тысяч рублей, кто его досмотрел, я IQ поставил Neo 9 вне топа. И разумеется, ввиду того, что он там набрал уже, наверное, по-моему, 100 тысяч просмотров, блогерам другим неохота упасть в грязь лицом, и они купят и расскажут. Не все. Но если ты не рассказываешь про какой-то смартфон, который является топом у не последнего человека в техноблогинге, а несмотря на наше маленькое сообщество, поверьте мне, мы с вами лидеры мнений, пусть этих лидеров там 20 каналов, но я могу сказать, что мы в топ-10 это точно. И да, комьюнити для кого-то токсично, кого-то там банят, точнее очень большое количество людей, но мы разбираемся.
И я, как человек, который разбираюсь, могу вам сказать, что iQOO не лучший вариант для перепродажи, но уже неплохой. И iQOO за свои деньги отличные телефоны, просто нужно помнить, что у них нет глобалок. Ну, точнее, у них есть глобалки, стоят космос, я бы их не рассматривал. А так у них есть русский язык, почему бы нет? А, Никифор, я не буду покупать iQOO Neo 9 Pro в глобалке. Однозначно нет. Игорь, так я про iQOO снимаю, я сейчас вам скажу, сколько лет. Так же, как, помните, Realme Q3S, Q3, Q5. То есть народ, опять же, у всех свой путь. Ну, так как я покупаю, логично ищу что-то дешевле. Ну, вот изначально, как у меня был техноблогинг, я искал что-то дешевле, выгодно для себя, как часы там, с которыми бегать, наушники. И сейчас все еще такая же причинно-следственная связь и такой же подход. То есть я выбираю то, что выгодно, а потом покупаю, потому что я, еще раз повторяюсь, я прикидываю, как я это дело буду продавать. iQOO продается норм. 22 обзора у меня на бренд iQOO, на 22 смартфона от iQOO. Первый был у меня 11 февраля, даже не 11, подождите. Нет, я не так перевыделывался я. У меня был iQOO, Vivo iQOO 5G какой-то. Это что такое? iQOO Z1X был. Потом был Vivo iQOO Neo 9, потом Neo SE и интересный был Neo 6. То есть шестой линейки я начал обозревать. Но, к слову, опять же, я в смартфонах 3 года. А насчет почему iQOO Neo 9 у них нет выхода не обозревать. Друзья, 106 тысяч просмотров на смартфон. На моем канале сейчас на этом ролике 106 тысяч. Каждый раз, когда мне, кстати, пишут, вот у тебя там 2000 просмотров на обзоре, там, не знаю, там 5000, да мне не важно. Мне не важно, я делаю обзоры для того, чтобы люди потом выбирали при покупке и смотрели. Они смотрят одного эмоционального чувака, другого эмоционального чувака, приходят потом на мой канал и смотрят весь обзор. И поэтому я потом попадаю в рекомендации. Потому что моя информация, может быть, она и не такая слащавая, но она полезная для людей, которые не хотят тратить лишних денег. И это не самопиар, это причина, почему вы спрашиваете по поводу iQOO. Вы думаете, что вас кто-то ко мне привел, технически я вас к себе же и привел. Вот. В России работают донаты? Не могу отправить. Работают. Почему нет? Спасибо. До 50 тысяч рублей OnePlus 12. Вы шутите? Ну-ка, спойлерните мне, сколько стоит OnePlus 12? Вы Google... Элиас, вам сколько лет? Вы такой, ну, забавно, ладно. Таня, привет, живой, дружелюбный. Что лучше, Oppo Find X6 Pro или X7? Макс, ну вы по спекам посмотрите и все. X7, по мне, вы очумеете продавать. X6 Pro, по мне, реально найти сейчас более-менее за приличный ценник. Хочу отметить, что мы гоняли с вами Meizu 21. И помните, он сбросил до 300 люксов яркость. Это 1100, но обратите внимание, почему я напрягся. Вы видели такую цифру когда-нибудь? 16,4. Я нет. А телефон мой. Короче, если он не доживет до обзора, это ваша вина. Точнее, моей глупости. Третий прогон, точнее, второй прогон. И у нас уже плюс 16 градусов после первого прогона Антуту. Александр, у блогера не может быть смартфона на постоянке, вы понимаете? Посмотрите, вот я сейчас забью себе смартфон ради интереса. Все, что вы слышите, я хожу со смартфоном, посчитайте количество смартфонов у человека в месяц. И вот с этим он ходит. Я могу сказать, я с S24 хожу 2 месяца. Ну, с ним. Но у меня их очень много. Снимаю я на iPhone 15 Pro Max, то есть он является моей камерой. Смартфон. А функции вот этих часов, кроме того, что раздражать людей в кадре, 0. Это аксессуар, это как фенечка у меня. Это один из... Это, кстати, я на них делал обзор, по-моему. Я даже, по-моему, на них не делал обзор, это ультра. И они, к слову, у меня подключены к iPhone 13 Pro Max, а не к моему 15 Pro Max айфону. Так вот, по тегу смартфон у меня 431 видео. 431 видео на канале, на котором, ну, каналу 7 лет, из них я 3 года только обозреваю смартфоны.
То есть, ну, я думаю, вы примерно прикидываете. И, кстати, я хотел просто сказать насчет канала. 126 миллионов просмотров на канале. Это тем, кто беспокоится, что 3000 просмотров обзор. Так, а нравится смотреть обзоры на смарты? Спасибо, рад, что вам нравится. Не забываем прожать лайк. В моей стране Палас стоит примерно 59 тысяч рублей или 600 долларов США. Его нет в таких ценниках нигде, Элиас. Ты можешь мне скинуть ссылку в телегу, но ты дезинформируешь людей. 600 долларов OnePlus 12 не стоит нигде. А OnePlus 12 китайской версии вполне возможно. Подскажи, пожалуйста, за 30к купить Poco F5 или Poco X6 Pro? Подождите Poco F6, подождите, сколько он будет стоить. Смит, я думаю, что... Я не верю, что 600 долларов где-то OnePlus 12. У них даже закупка выше. К слову, откуда я знаю про... откуда у меня деньги? Я из закупки знаю. Так не будем. Саня, что лучше, Poco X6 или Redmi Note 13 Pro 5G? Я бы взял Redmi Note 13 Pro плюс 5G. Вот он лучше. Люблю играть в Call of Duty много. Однозначно Asus ROG Phone 8. 8. Элиас, так вот, смотрите, сколько лжи. Смотрите, сколько изначально дезинформации и лжи в ваших словах. То есть вы уже апеллируете к китайской версии, у которой нет бендов, нет Android Auto, неизвестно, будет ли она блокироваться даже, если она перепрошита на Global. Давайте-ка вы пойдете куда-нибудь на другой канал и будете дезинформировать их. Здесь сидят взрослые дядьки с деньгами, они разбираются, что где, сколько стоит. У кого какие риски. И риски. Oppo Find X7 хороший смарт в качестве смарт-камерафона до 50. Лизочек, а вы хоть раз с Oppo ходили, тем более китайским? Libra взвешивал все плюсы и минусы, включая эргономику и ближайшее будущее. Купил OnePlus 12 Global. 700 баксов это прям мечта. Я не знаю, Мибра, где ты их урвал. Опять же, примерно 700. Может, все-таки там 790, 780? Или ты у кого-то их просто забрал на правах сильнейшего? Что лучше сейчас с джеком в 3,5 мм? Ну вот, у Asus вроде бы усилок стоит на джек. Их слишком мало таких смартфонов, чтобы вам сказали, что лучше с джеком. Лучше купить DAC-переходник и использовать его. S24 10-12К или взять S23? За S24 10-12К. Стоит переплатить. Особенно если S24 на снэпе. А вот если бы вы были внимательны, вы бы про Honor не спрашивали. А если бы вы были моим подписчиком, то вы бы видели скриншоты, как я купил Honor 100 и Honor 100 Pro, и что они уже пришли. Universal Rus, где постоянные зрители? Мы постоянные зрители. Через день, когда стримишь, это неудивительно, друзья. И я не стримлю на основном канале. Всем, кто беспокоится за стримы, опять же, посмотрите стримы с презентацией Xiaomi у меня. Было в онлайне 1200 реальных зрителей. Вот и все. Вот и все. А здесь у нас маленькая компания, мы обсуждаем железки. Я безумно рад вас видеть. И это просто способ и причина собраться и пообщаться без политики, без религии и без хамства. Завтра пойду забирать свой iQOO Neo 9 с почты. Sentinel. Удачи вам. Я досмотрел наконец-то вчера «Джентльменов» сериал. Вот. Правда, одним глазом. И моего английского хватило понять, наверное, процентов 40 в лучшем случае того, что они говорили. Нас уже больше сотни. Нас уже 452 тысячи. Или 453. Будут обзоры на Huawei. Анастасия, их не было у меня. Еще раз посмотрите канал Польза.нет. Вы имеете просто на 70 Pro, скорее всего. Конечно, куплю. Наверное. Скорее всего, да. Наверное.
Пам-пам, название не придумал. Ну, у вас же есть поиск. У вас же есть поиск. Раньше прожарки были на пользу стрима, пока Twitch не отрубал у меня микрофоны. И вот сейчас прожарки на отдельном канале, чтобы мы на YouTube могли что-то сделать. Не моя вина в том, что на маркетплейсах у меня более низкие цены, чем у других. Сколько вам лет, Элиас? Лизочек, а что не так с Oppo? Плохой, что ли, камерафон за 50? Вы вопросом на вопрос отвечаете? Я вам не могу ответить на вопрос, хороший ли для вас будет Oppo. Пока вы не ответите мне на простой вопрос, были у вас ли смартфоны Oppo? Потому что я вам скажу, что он нормально снимает, хорошо за свои деньги. Вы пойдете его купите, он вам не понравится, вы очумеете его продавать. Потеряете много денег, нервов и времени. А еще если попытаетесь подключить его к автомобилю, а еще если полазите в агрегации частот, а еще если вас достанет китайщина, а еще если миллиард. Это не тот смартфон, как у меня спрашивают, стоит ли покупать флагман S24 Ultra, да, S24, да, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, да. Там или бюджетники Poco X6, Poco X6 Pro, конечно, да, пойдете продадите потом, если что. Realme по 28 тысяч Pro Plus, да. Это не тот смарт. Вы потом будете гореть, все будут спрашивать, а что это? А на Авито, если вы его выложите, вы расстроитесь. Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Гус, ну открой ты мою телегу скидок, вбей название и увидишь, почем они стоили. Олег, так мы не только смарта выбираем, спасибо большое. Это способ отключить мозг от житейских проблем, и если вам нравятся железки, пообщаться про железки. Кого-то, может быть, поучить, самому чему-то поучиться, обменяться мнениями и, в принципе, просто пообщаться. Xiaoxin Pad Pro 12,7. Евгений, скинь мне, пожалуйста, ссылку. Очень часто, когда у меня спрашивают про вот всякие Xiaoxin, которых у меня было на канале Море, у меня происходит эффект обезьянки. Я бегу по ссылке покупать, а потом оказывается, что я уже обозревал этот смартфон, не смартфон, а планшет, когда он приходит. Это жир цена. Только вы, Макс Бабуеров, вот я сейчас вас удалю. Я сейчас перепроверю. Почему? Потому что мне кажется, что на Яндексе, на Яндекс.Маркете появилась такая неприятная штука, как доставка из Китая. И если вы мне сейчас декламируете ценник доставки из Китая, это цена без таможни, еще и с непонятно каким опломбом, как его... Я вижу China 67. Ну что ж все дезинформируют-то, а? Где он Global OnePlus 12 видел за 69 тысяч рублей? Ну как не стыдно? CN буковки, посмотрите. Макс. Ай-та-та. Макс Бабуеров. Jesus of Lord. И вам привет. Жанна Кристи, привет вам. В общем, нас не обманешь и не проведешь. Продавцы OnePlus'ов. Китайских. Не путайте китайские и глобальные. За 60 тысяч рублей OnePlus 12 глобальный. Отличный, великолепный вариант. Покупаете, продаете его завтра за 70 тысяч на Авито. Не распаковывайте. Делайте так 10 раз и зарабатываете 100 тысяч рублей. Идете, покупайте глобалку. Пеппер, еще раз посмотрите комментарии по поводу пранка или нет. Когда я сказал, что Meizu по мне снимает лучше, я это говорил как блогер, который снимает на iPhone, который для большинства является плохим смартфоном для съемки видео. А мне принес 126 миллионов просмотров в техносегменте на YouTube. На минуточку это немало. И продолжает приносить просмотры. А к чему это все? К тому, что по мне Meizu по совокупности факторов снимает лучше.
То есть, да, я понимаю, что его надо лучше держать. Я понимаю, что если ты энцефалопат и вот как я будешь бегать со смартфонами, вполне возможно, тебе что-то не пойдет. Как-то и у него с кодировкой, как у Xiaomi-шек старых, не сложилось. Видеошопер в Митино уже не торт. Смит, я не понял, вы про что? Очень сильно чешутся руки купить Мейзу 21. Ой, не надо, если это не в любовь. За $600 вы так много всего волшебного можете купить. Опа не было никогда, а что-то типа подключения к автомобилю, то этим я даже не пользуюсь. Я, конечно, могу не понимать представления китайских смартфонов, но на Авито продавать зачем? Эх, думала взять. Лизочек, так покупка 50 тысяч рублей. Цена вопроса. 50 тысяч это плюс 10 тысяч, у вас Samsung S23. 50 тысяч это OnePlus 12R, понятный потребителю. 50 тысяч это просто бешеное количество смартфонов, которые вы можете приобрести. Флагманов, которые будут вам понятны, и у них комьюнити больше. Зубербухлер. Ну, опять же, Мейзу. Я же не так... У вас появилось ощущение после обзора Мейзу, что я его рекомендовал? Могу прям скинуть скрин, честно не вру. Хорошо. Скиньте мне в личную телегу. Не скрин, а ссылку. Ну, ссылку и скрин. Если вы не маркетинг от ЯМ, то хорошо. Зайдите в ТГ помощи и посмотрите мои посты про А78. Ну, Universal Ашка на этом деле тоже жесткая тема. Так. Тут он всего на 4,2 градуса увеличил. Но 61,49. Ох, жестко. Жестко. Яркость не сбросил. Здесь было 61,49. Но мы не ищем легких путей. Продолжаем банкет. Правильно? Пеппер, пересмотрел обзор на ROG Phone. Мейзу снимает ну никак не лучше. На ROG 8. А при чем здесь ROG 8? Это Ультра 11. 11 Ультра. Артем, а что случилось со звуком в обзоре на Мейзу? У кого? Там нет звука? Как Asus 8 для повседневки? Я уже не помню. У меня, по-моему, даже на Asus 8 не было. Или был обзор? 9, 10 точно был? Вы не берите таких старых смартфонов. Вот, допустим, у вас лежит перед лицом сейчас Asus Zenfone 11 Ultra. И у него уже поддержки осталось сколько? 20 месяцев. Ну, 22, ладно. Почему? Потому что поддержка данного смартфона это 2 года и 2 года еще плюс обновление безопасности. То есть 4 года обновления безопасности и 2 года просто обновлений. И это мало. Это безумно мало. 11 Ультра это и есть ROG Phone 8 по камерам. Пеппер, вы меня учить решили? Или как, или с кем, или с чем? Если я Meizu сравнивал с 11 Ультра, Meizu 21 Pro. Звук у Meizu был вообще очень плохой. Артем, так ко мне какие претензии? Это он так пишет. Николай Николаевич только за IP68, а так не стоит. В обзоре одним кадром на Meizu был звук как из бочки. Дукат. Вполне возможно, причина была в том, что я его топил, и он не до конца высох. Но вообще до конца высох, и там несколько часов прошло. А в обычном обзоре он был лучше, правильно? Притом я его без чехла носил. Не знаю. Я говорю, я не особо заморачиваюсь, и это их проблема делать звук. Я ничего с ним не делал. Вы в лифте видели смартфон, штатив. Может, жарко ему стало, не знаю.
Мало людей знаю, которые больше, чем 2 года телефоном пользуются. Евген, вы по статистике посмотрите. Как раз основная масса людей в России пользуются уже смартфоном дольше. Архитектор, привет, рад, что ты дошел. Redmi 13 Pro Plus 5G или Poco X6 Pro? Не может быть по цене одинаково. Ну по цене, я не знаю, вам Мэн, вы серьезно, вы решили два одинаковых смартфона, оба, которые я рекомендую на распродаже по 23 тысячи. Подожди, а где ты 12 Pro Plus нашел? Poco X6 Pro на сейле 23 тысячи сейчас. Redmi 13 Pro Plus 5G вообще не 13, не 23. Вот как меня, Мэн, вот зачем дезинформировать меня ценами? Я в них живу. 4 года сижу на Samsung S10. Вот, Макс. Пеппер, ты можешь делать любые сравнения, как хочешь. И с чем хочешь. Вы зачем сюда пришли? Вы пришли права качать? Можете идти в другое место. Не френдли вообще никак. Рамзес, привет. В обзоре одним кадром уже ответил. Лучший смарт, на твой взгляд, за 78 тысяч. Гарик, вот у меня дюймы, по-твоему, в голове. Ничего личного. И у меня есть еще есть топ флагманов и субфлагманов на канале Польза.нет. Вот посмотри топ-10 субфлагманов, если 70-80. А учитывая, что таможню сейчас приняли, то да. Я бы мог тебе сказать, Xiaomi 14 Ultra месяц назад за 80 тысяч, но его уже так не будет. Интересно, кому-нибудь за 80 Xiaomi 14 Ultra все-таки в итоге отправили? У новых Sony экран будет с соотношением сторон 19,5 к 9. Круто. Им виднее. Мне кажется, что у них мало кто... Евген, погугли, статистика не врет. И люди все дольше и дольше в России начинают ходить со смартфонами дольше 2 лет. OnePlus 3V будет обзор у меня на руках. А что у меня 3V? Подождите, у меня разве его не было? У меня какой-то был OnePlus подобный. Сейчас 5 секунд. Что если это тот смартфон, который я думаю, то он у меня уже на руках. Он у меня был 2V. Ace 3 был. По-моему, 2V я делал обзор, он у меня еще заблокировался тогда. Да, это был 2V. В апреле 23-го года. Сейчас апрель 24-го. Как время летит, да? Будет, будет. Куда я денусь с подводной лодки? Иван, ну не полностью, но достаточно для того, чтобы не мямлить уже нас во время стрима. Гарри Ком, вот еще раз вам, назовите мне 10 Это Степ. Вот по поводу размера экрана. Я не помню размеры экранов у смартфонов. Если вы помните, это прям очень круто. Нет, Идрис, значит, у меня уже на руках. У меня просто два мобильника. Вот это один OnePlus. Значит, этот. Как быстро летит время. Вообще быстро. 2V был недавно. iQOO 12 на 1 терабайт за 40. Хотя и по отзывам нормы покупатели есть. Я думаю, что какой-то развод. Артем 12 за 40. 12 iQOO за 40. Мне кажется, что может не развод. Может они просто уже... Они же быстро распродают модели. Да, это развод. Я не верю. Купите 10
наваритесь на этом. Потому что на Авито даже они сейчас 5 секунд. 53 новый. По 53 есть. Может быть, кто-то их и продает. БУ за 43. Мало верится, что ровно 40. Очень мало. Но, возможно, все. Ну, вдруг кто-то где-то украл их 1000 штук. Николай, да. Neo 9-то сейчас за 32 бы где-нибудь взять. Ну да, он выходит на Али 32, 31. Или 30, или 31 Neo 9. Но это не 12. 12 дороже. OnePlus версия Global или пока только Китай? На 3V не может быть Global версия. Но они уже а-ля разлоченные. Сейчас лежат смартфоны 3, которым 8 лет, все работают. Николай, хорошо. Николаевич. Теперь непонятно стало. Лизочек, идите в магазин, вас консультант проконсультирует. Мы уже поняли. Не ваше это. Мы здесь сейчас обсуждаем в основном обзоры уже. То есть люди уже в обзорах разбираются, приходили в телеги, понимают, что такое процессор, память оперативная, перегревы, разные сценарии использования, апертура, переменная диафрагма, еще какие-то такие штуки, за которые вы платите. Пока вы не понимаете этого всего, вы можете просто спросить, Oppo Find X7 хороший смартфон? Хороший. Купил бы я за 50 тысяч Oppo Find X7? Нет. Все. Андрей, у меня смартфонов основных, на которых я работаю, минимум 4 штуки. В том числе те, которые я тестирую сейчас. То есть у меня Poco F3, iPhone 13 Pro Max, на 15 Pro Max я снимаю, ну и те, которые я юзаю на данный момент. Вот. У меня Global iQOO Neo 9 Pro, Snapdragon, а не Dimensity. Круть. Еще раз, Андрей, если вы хоть раз сделаете хотя бы один обзор, хотя бы на один смартфон, вы поймете, что человек, у которого есть в кармане смарт, который надо тестировать, а если их 2, а если их 5, у него нет основного смартфона. У него нет основного смартфона. Да, есть смартфон, который, ну, допустим, я не продаю 15 Pro Max. Но вот таких смартфонов, которые я не продаю, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждый им выполняет какую-то функцию, да. Но вы чувствуете, как это все расплывается? Поэтому вот это теологический, наверное, вопрос. Можно ли сказать, что основной смартфон у тебя тот, который ты тестируешь? Нет. Нет. Даже когда я не занимался обзорами смартфонов, у меня было всегда минимум 2 смарта. То есть у меня там был Samsung S21, допустим, и Huawei P40. Или S20. S20 у меня, по-моему, был. До этого был Samsung, я уже не помню какой, и P20. До этого был iPhone даже какой-то был, по-моему. 10, по-моему. Тошо, я не отвечаю на звонки. Вообще. Это у меня после 20 лет того, как я был невыездным, рефлекса. То есть у меня звонки закрыты. Единственный звонок, от кого я могу принять, это от семьи. Все. И то у меня будет оповещение, что мне позвонили от них, и я перезвоню. Вот. И да, это будет и сюда тоже. То есть я увижу, что мне они звонят. Все остальные... Снова привет. Это все не особо важно. Если что-то есть важное,
Смотрите пункт 1, не особо все важно, кроме семьи. Так, я посмотрел обзор, на Android авто работать не будет. Ну и что? Лизочек, умоляю вас, обзор на канале Польза.нет называется «Топ-10 лучших субфлагманов». Там по иерархии расставлены смартфоны, которые я бы приобретал в вашем случае. Все. Lenovo Xiaoxin Pad Pro на 12,7 дюйма. Вы зачем на стрим пришли? Чтобы удостовериться. Вот я вас удостовериваю, что я бы его не брал. Все. На вашем месте. Потому что Oppo у вас никогда не было. А насчет обзора ноута последнего от Asus. Каких-то программных сбоев не наблюдал, как у Thunderbolt. Пам-пам. Нет. Нет. Но Asus я брал исключительно из-за экрана. То есть он у меня бывшей супруги ушел. И на M1 Pro еще сейчас я яблоко купил, еще один на 16,1 дюйма. Пусть он старенький, но за 140 штук, но это будет еще одно мое подспорье, если что. То есть я всегда страхуюсь. У меня есть стационар, у меня есть Alienware ноутбук, у меня есть планшет с клавиатурой, и будет еще и один Mac. Еще один. Потому что у меня есть один Mac под фотографией, он у моего оператора Игоря. Вот, а там ценник был норм, и поэтому я взял. По вашему обзору взял себе, доволен как слон. Серж, безумно рад, что вам что-то зашло. На Авито народ БУ S23 Ultra продает дороже нового S24 Ultra. Дед Илья, так ну некоторые вещи просто висят на Авито, чтобы висеть. Давайте будем объективны. Так, что он съел? Он уже пахнет плохо. Пахнет как-то клеем. Но яркость не сбросил. Он реально жесть какой горячий. Просто жесть какой горячий. 60 и 48, вы видите? Ну так убивают смартфоны. Ни в коем случае так не делайте. Блин, не-не-не, 4-й раз я точно не хочу. Я, в общем, буду ждать, когда он остынет. Что это не дело. Я не хочу, чтобы у меня отклеилась крышка, мне его надо продать. Но чтобы вы понимали, насколько все плохо было, когда был тротлинг-тест. Вот сейчас у нас у крышки 43 градуса. А во время тротлинг-теста у крышки было 53 градуса. 53 у крышки. Вы рекомендуете его в топе субфлагманов. Я вам не рекомендую, Лизочек, потому что вы не знаете, что такое оболочка ColorOS. Не потому что вы тупая. Если вы пришли на стрим и вы спрашиваете абсолютно адекватные вопросы, то вы точно не тупая. Просто вы должны понимать, что когда вы покупаете любой из смартфонов, я очень часто это советую делать, вы сначала покупаете простую линейку, допустим, iQOO Neo 9, он тоже хорошо снимает. У него классный процессор, вы походите с ним, вам понравится, вы перейдете потом на Oppo, это плюс-минус одна контора. Купите себе Realme 12 Pro Plus на Алишке за 30-ник, он будет классно снимать. Хотите себе какой-нибудь классный смартфон, купите S24, 60 тысяч, не так сильно перекидывает ваш бюджет. Вы девушка просто, да. Это не сексизм, ну, просто вопрос к тому, что вы не понимаете, чего вы хотите, и для этого вам не надо покупать такой дорогой смарт. Так, зубную щетку можете посоветовать до 7 штук? Данкли, а вы сразу купите щетку с дополнительными насадками с Алихи и все. Насчет сумасшедших цен, а то людям раздали монеты с юбилеем области. Там кто-то выставил за лярд монету. А вдруг? Серж, вообще был свежий обзор на Xiaomi 6s Pro. Жаль, что вы пропустили. Напоминаю, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. Огромное спасибо всем, кто зашел. Если вы хотите, чтобы подобные прошарки продолжались, плюс ответы на вопросы без вот этого вот шильдика донаты, ставим лайк и пишем потом в комментариях: Саня, ты меня раздражаешь, продолжай, 5 слов надо.
Саня, ты меня раздражаешь? Продолжай. Вот как раз эти 5 слов. И я буду вам безумно благодарен. А, И мы будем продолжать, тем более, как вы видите, смартов для прожарок у нас более чем достаточно. Как Asus ROG Phone 8 для повседневки, кроме игр? А вы можете посмотреть очень долгий и мучительный обзор. Он не самый маленький из смартфонов, не самый удобный из смартфонов. Вот эта вот камера выпирающая, не самое лучшее решение. К слову, я не доныл. Эта штука пришла мне без блока питания. То есть они продают на Алихе эту штуку просто с кабелем для зарядки. Я не помню, я, по-моему, 80 кусков отдал за этот смартфон, у меня глаз задергался. Но там нет кабеля, блока для зарядки. Притом это чистой воды копия ROG Phone 8. Вот просто такой, что? Ладно. Спасибо большое, Дизастер, за прожимание лайка. Нет, в комментариях, не здесь. Нет, ссылку не надо сюда скидывать. Только в ТГ, в мою личку. Тогда можно все вопросы отсылать к твоим роликам на основном канале. Гарик.ком, вы заблокированы. Если вы не понимаете вообще схему стрима, то очень жаль. Это не ваш контент, идите на те стримы, где вам смогут пересказать ролики. Обзор на Redmi Turbo 3 запишу, когда мне его вышлют, пока мне его не выслали. Паласы перенимают плохие фишки от айфона. Это неплохо. Нет, 12X вообще не актуально. Так у него уже нет поддержки никакой. Я говорю, вы покупаете... Вот у меня в ТГ было скидок, мне там за дизы понакидали люди. Я их понимаю, они ведутся на вот эти посты. Xiaomi 11, там, Xiaomi 12, еще что-то. Вы понимаете, что вы покупаете мертвые смартфоны? Мертвые. То есть у них уже не будет обновлений. Их уже никогда не продать. Вы сразу делаете себе минус 18 тысяч. И на вопрос окружающих, что это у тебя? Ну, ты будешь лучше купить Poco X6 за 18 штук новый, чем Xiaomi какой-нибудь 11. Ну, или ощущение того, что у тебя многолетний флагман в руках, и притом новый, а что там с аккумулятором? Ты уверен, что его недавно выпустили? Или Xiaomi вообще кукукнулись в 2024 году Xiaomi 11 выпускать? Я говорю, люди в голову едят в каких-то вопросах прям лютейших. Понятно, мне по приколу я бы закупил. Но какой в топку прикол? Я лучше куплю новую какую-нибудь модель, мне самому интереснее. И это не безоблачные смартфоны были. То есть, если бы они были идеальными, так ими завалено Авито. Будет ли жить еще Nothing? Конечно, у BBK все в порядке с деньгами, заливать будут еще по полной программе. И я уверен, что, может быть, даже они уже в каких-то моментах в плюсе. Они разгоняют бренд. Завтра кепки начнут чашками продавать, как Xiaomi. Почему нет? Качалов. Да нет, у меня вопрос про комментарии под роликом. Спасибо большое за комменты в чате. Можно ли полноценно пользоваться китайской версией чего? Предложение заканчивайте, пожалуйста. Продалился выше ожиданий. Провалился выше ожиданий. Иван, ну я про то, что он провалился, видел в Абу-Даби, когда в Эмираты летал в прошлом месяце, когда я их покупал, и их было прям овер много, и их скидывали по каким-то космическим скидкам. То есть его скидывали ниже, чем он был при старте продаж, который, по идее, там должен быть... Там еще и чехол... Ой, не чехол мне дали с ним бесплатно зарядник, который сам по себе 100 баксов стоит. И наушники. Роман, Neo 9 купил, связь ловит хорошо, отлично. А после кепки машина. Спасибо большое. Да, ну до машины, как до Китая еще, но вообще Xiaomi в этом смысле прям супер молодцы. А после этого OnePlus Pro скатился. Ой ли. Вы видите IND? Вот, Максим, безумно спасибо за 69 тысяч, что вы мне скинули
предложение этого смартфона великолепного, который у меня показан, что он стоит уже не стоит, а он нет в продаже, он отсутствует просто наглухо. А китайская версия стоит 81. А тот скрин, что вы мне послали, это смартфон для Индии. Если там все бенды, агрегация частот Италии, это глобалка, как вам кажется, это вилами по воде, куром насмех и еще много всяких аллегорий. Авторитетное мнение как профи. Вова, это сарказм попер? Вы сформулируйте вопросы, все. Лизочек, не доводите до блока. Я вам сказал, если вы знаете, что такое опа, покупайте. Классный смарт. Если не знаете, что такое опа, не покупайте. Вот я вам ответил уже больше, чем, наверное, десяткам тысяч человек за все стримы вместе взятые. Спасибо за ваше мнение. До свидания. Лизочек, удачи вам, да. Старость iOS по сравнению с самсунговской. Андрей, я считаю, что у Samsung вообще крышки нет, кукушки нет, и то, что они делают, это, как мягко сказано, бредятина. Почему? Я сейчас сформулирую, смотрите. В Samsung, чтобы нормально играть, тебе надо 2 программы минимум скачать. И еще потом играться в ней. Такое ощущение, что у тебя Asus ROG Phone 8, и тебе надо настраивать. И таких приколов в Самсе просто космос. Тошек, ты не можешь опоздать. Спасибо, что пришел. Да никак. Ждем, когда остынет. Ну, кстати, он уже остыл. Быстро, довольно. Когда разговариваешь. Так, возможно, показалось бы не быстро. 38-36. Так, понеслась. Что вы хотите узнать? По поводу тротлинг-теста он проходит волшебно. По поводу перегрева. Ну, а как еще? И по поводу экрана сейчас мы будем его третировать. Опа, это нам не надо. Яркость максимум. Мы вообще видели 1100 люксов. Ну ладно. Будем смотреть яркость. Мерцание. Мерцание у нас 26,3. Двадцать три и семь. 36. Погибает батарея. 10. 10-дюйминг врубился. Вон 5% в нуле. Но нас интересует не это. Там есть еще в функциях. Защита от мерцания. И как-то защита от мерцания, по мне, наоборот, добавляет нам мерцание. 26,3. 50%. 23, 22. О. Ну, он, кстати, цвет поменял. Но мне больше нравится холодный. Он более холодный стал. 12%. И все. Ладно. А, не, еще живой. И 3,7. В принципе, очень даже хорошие результаты. Но мне все равно его надо, кстати, зарядить. Почему? Правильно, потому что нам надо будет его потом гонять. И хотя, с другой стороны, чего нам? Нам разве долго надо? Много надо. Так, 5 секунд. Тяжелее всего, когда у тебя одни Type-C-шники, найти что-то, что не является Type-C-шником, да? А с мини-джеком. О, нашел. Ага. От Lightning к мини-джеку гениальный переходник. Хотите увидеть мое кабельное хозяйство, да? Это не все. Это когда ты бесконтрольно покупаешь, забываешь, что купил, потом покупаешь еще, и потом опять забываешь, что купил. И так бесконечно. Что это за кабель? Ну, я думаю, что у большинства вообще, в принципе, такое же количество различных кабелей.
кабелей. Макс Байру, помнишь, у Samsung A-серия динамик был боковой на грани смартфона? А, Да, но видите, здесь, наверное, чисто технические решения. Это не трогает. Вот по поводу, наверное, техноблогинга и всего остального, да, там выгодно. Почему всем выгодно хвалить? Потому что подписывается больше народа. Люди не любят чувствовать себя дураками. Вообще не любят. И нашел. Кстати, по-моему, и киевский кабель. Да. И по этому пути пошел... у меня уже был, кстати, здесь тоже подготовлен еще один. Американский, европейский блогинг, они ничего не ругают. Да и у нас особо нету людей, которые сильно ругают что-то. И по этой причине, да, мне кажется, что у производителей появилась большая проблема с фидбэком. Форумы они чистят, комментарии к обзорам чистят, обзоры чистят. Чего им беспокоиться? Слава, там есть eSIM? Алекс, привет. Я уже не помню просто, когда уже был обзор. А у вас смартфон Huawei? Так, ну что, я думаю, мы переключаемся. Переключаемся и... Максим, очень легко фанатеть от какого-то смартфона, когда продается он в Big Geek, который является магазином Вилсы, вместе с Big Geek и Розеткидом, который является одной конторой. Я думаю, вы видите, как девайсы среди них ходят. И, разумеется, им надо хвалить и пиксели, и Asus, и все остальное, потому что у них маржа. Здесь даже, ну, как бы, им надо как-то их продавать. А с чем он ходит, это как с пикселем он не ходил. Хотя говорил, что ходил. И еще много с чем. Ну, ладно, не будем. Говорю, у них свои приколы, у них достаточно денег, чтобы купить достаточное количество просмотров, чтобы все думали, что у них все хорошо. А у меня достаточно разума, чтобы мне вообще было все равно на них. Вот. Потому что у меня совсем другой контент. И другой уровень контента, у них реально очень красивая съемка. Все. Переходим к информации. Ну, то есть здесь вы ничего нового не увидите. Snapdragon 8 Gen 3. С экраном та же самая беда. 389 ppi. И это довольно скромненько. По камерам все то же самое, как у ROG Phone 8. И так же, как и у, допустим, сенсора у этого, по-моему, Realme 12 Pro Plus. Андрей, у него еще миллионных каналов море. Когда вы думаете, что какие-то железки двигаются по миллионным каналам, и они одни и те же, потому что они дружат и не являются конкурентами, давайте откровенно подумаем, почему люди не могут являться конкурентами, когда владелец один. Все. Это единственная причина. Те, кто хоть чуть-чуть в бизнесе шарят, они как бы хоть чуть-чуть разбираешься, если ты в бизнесе. Ты видишь везде один и тот же пакет. Вы думаете, у Бигига есть деньги, чтобы платить Вилсе? Нет. Вот 1 миллиард %. У Вилса реклама была 3 года назад 1,5 миллиона. Но как бы они бы просто не потянули его вообще никак. То есть в каком случае он готов бы был его пиарить? Только в одном, правильно? Я еще даже 2 канала знаю, которым владеет наш Бородатый, но я об этом говорить не буду тоже. Потому что это все домыслы. Просто один добрый магазин является партнером очень доброго, самого большого блогера всея Руси и 2 больших миллионных каналов. И он по доброте душевно их пиарит. Вот. А у них очень широкий карман, как у каких-нибудь там, не знаю, сетевых магазинов. Илья, ну у всех свой контент. И правильно говорят блогеры, которые говорят, что чем больше техноблогинга, тем лучше. Тем больше у людей появляются интересы. Не слушайте никого, кто задвигает, что техноблогинга нет или не будет. В тот момент, когда техноблогинг исчезнет, вообще исчезнет, в принципе, маркетинг как таковой. То есть люди как бараны будут идти и покупать все, что стоит в витрине.
Или вы думаете, что я вообще не знаю ни одного человека, который руководствовался бы шортсами для того, чтобы купить что-то. Иначе бы эти люди, у которых по 10 миллионов подписчиков, в шортсах не пытались бы у меня купить рекламу. А они пытаются стабильно, через разные хода. А я вообще вот такой вот. То есть, понимаете, как у них все плохо? Но зато быстро растет аудитория. Но, опять же, у всех своя история. Мне все равно. Мне просто лень делать шорты. Вот. Нереально лень. Мне интереснее вот эта штука, и я ей занимаюсь. То есть для 145 человек в онлайне мне не лень делать стрим, а шорты мне делать лень, даже для миллиона человек. Может быть, когда-то будет по-другому, но я так не думаю. Вот такой мой контент. Морально устаревший. Хотя цифры говорят о другом. И не забывайте о сезонности. С мая где-то по сентябрь на техно всем наплевать. Всегда. Потому что птички поют, все выходят на зеленые улочки, девушки в платьицах, шашлыки, охота, рыбалка. Дачу надо достраивать, прицеп выбирать, тачку смотреть. Еще очень много дел. В конце концов, в бане. С озерцом-то. Я тоже прыгал в озера. Было кайф. Саня, мастерская. Нет, Андрей, я этих типов знаю, но я думаю, что он теперь в доле. Просто и все. Не хватило бы у них денег. У них бы денег не хватило. То есть это, как и мне предлагали несколько вариантов, что я буду являться лицом какого-нибудь магазина и просто получать с него процент. Даже не входить по финансам туда. И с ноутами, и с телефонами. Я говорю, когда-нибудь, ну вот будет у меня 500 000 подписчиков, давайте через годик я расскажу, кому будет интересно. Кухня довольно проста и прозрачна. Просто хочешь ты на нее смотреть, чтобы понять, как это все работает. Окей, не хочешь, тоже окей. Кстати, здесь есть у нас игровой режим. А где у нас игровой? Вот, все, понеслась. И частота обновления 160, 144, авто 144 герца давайте. Перформанс. Ну давай, покажись. Вот что ж такое? Все, так, динамик. Durable. Так, нам надо ультра. Дальше. Мне нужно... Я не помню, как выводить. Напоминаем. Все, на боковой панели, понятно. Пока извращаемся. Информация в реальном времени. Во. А где она? А, вот она. Все. Теперь будут видеть все. В принципе, мы готовы. Да какая разница, кто как делает контент? Я говорю, вот что вы смотрите, то смотрите. Я говорю, все надо смотреть. Вы думаете, я рекламу не смотрю? Я, допустим, сегодня посмотрел рекламу Zenfone 11 Ultra. И такой, я не понял. Все. Так, сколько батарея? Сейчас покажу. Давайте он подберет матч, потом покажу. Договорились? Макс, если нужна просто камера для фотографий красивых, насколько красивых? Делай обзор первым на RU Tecno Command 30 Premier 5G. Кирилл, мне хватает просмотров. Я не знаю, почему вам кажется, что нет. Откройте статистику. У меня самый стабильный канал в техносегменте. Самый стабильный. И поверьте мне, очень многие бы почку отдали для того, чтобы у них была вот именно такая линия. Потому что с экстремумами ты не понимаешь, что делать. А третий эшелон у меня идет только контрактный. До свидания. Потому что когда я делаю неконтрактный обзор на третий эшелон из разряда Текна или Инфиникса, у меня отписывается просто чертова туча людей. Я этого делать не хочу. Все. Я уже попробовал в прошлом году, мне хватило. Вот спасибо за совет. Так,
понеслась. 83%, ой, 73%. Это не нытье. Когда у меня будет сила и время, я не хочу консультировать по поводу инфиниксов. Вообще вот никак. Единственная моя консультация может быть вот сейчас. Не покупать. Все. Ну или покупать, если вы смотрите какие-то другие каналы, или покупать и помнить, что я советовал не покупать, а потом, если что, мы с вами еще встретимся через, я думаю, месяца 2. Максимус. Вы не беспокойтесь, любой другой блогер, любое упоминание про меня, так же, как и я про них, просто удалит из ТГ. И все. То есть я вспоминаю только миллионников. Миллионникам на таких, как я, просто глубоко и далеко чихать. Потому что Розеткед, закупая рекламу в телеграм-каналах и в ВК, имеет свой 1 000 000 просмотров минимум. Что такое мои там 5-7 тысяч, 10 тысяч просмотров по сравнению с его 1 000 000 на каждом ролике? Ничего. Это объективно. То есть я им не конкурент, они вообще в другом мире живут. Вот. И у меня ничего не меняется. То есть конкурент это кто? Это чувак, который может тебе составить конкуренцию в твоем поле. Их поле это реклама. Я в рекламе конкуренцию им не составляю. Я Huawei отказываю, Honor отказываю, Realme отказываю. Вот я работаю с третьим эшелоном, видите? Больше всего их ругаю, а работаю с ними. И все. Но после чего я начал вот это дело, я думаю, все прекрасно помнят. И я не ною, это была необходимость. Потому что я прям очень сильно шел в минус со своим ютубом. Вот. Надо было как-то компенсировать. В момент слабости. И опять же, я в ТГ скидок пишу, что это реклама, в ролике на видео пишу, что это реклама, в описании пишу и в прикрепе пишу. И любой мой ролик рекламный можно легко просто, вот просто как нечего делать, опознать. А если он не рекламный, вот я делал на третий эшелон вам не рекламные ролики, посмотрите и найдите 50 отличий на нерекламные ролики у других на третий эшелон. Просто да, они заплатят больше, если ты шильдик не ставишь, но это уж совсем дичь. Серж, ну не так все мрачно. Как говорят, не так все однозначно. Вы это объясните людям, которые это дело покупают, а потом, ну как бы я не хочу даже этим заниматься. Зато просмотров много. Если вы будете зум-зум рекламировать магазины, то я вас заблокирую. Смотрите, в чем магия вот этих супермагазинов, о которых вы говорите. Если вы в Москве, то вы можете открыть яму просто и найти самые дешевые магазины, не только яму. Но если вы в регионе, вы мне сейчас вспоминаете этот магазин, они вам насчитывают потом страховку, доставку, и у вас выходит дороже, чем на Алихе. Ну, то есть, как бы, а смысл? И все. Еще и баллы вам не накидываются, еще непонятно там этим сдэком, еще непонятно чем, если, ну, говорю, у всех своя история. Я не топлю за то, что моя история самая правильная. Серых магазинов море. Я не говорю вам, что, допустим, те же биг-гики это плохие люди. Я говорю, что просто понятно, с кем они работают и как они работают. И почему? У них критики достаточно. У них, по-моему, больше критики, чем у любого техноблогера, которому они дают девайсы, если их посмотреть. Вот. Ничего плохого про них не хочу сказать. Просто, опять же, ценовая категория и цены на любые железки, вы должны понимать, что они формируются из всего, включая доставку, что очень часто люди забывают. И когда они переходят в эти магазины с очень красивыми ценами, они очень часто сталкиваются с довольно приличной доставкой. И все. И расстраиваются потом. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Главное, как говорится, мыслить позитивно. Кирилл, вы когда будете 21 год невыездным, тогда мне посоветуйте что-нибудь делать, хорошо? Если вы, ну вот говорю, ладно. Принимаю советы только от людей, которые были 21 год невыездными. И которых это чуть-чуть расстраивало, что естественно. Невыездной звучит как крепостной, да?
Ну, вот этот типок, несмотря на то, что он не миллионник, меня улыбает. И мне, допустим, нравится смотреть, как он дом строит. Периодически. Нет, обзоры я не смотрю. Но дом он строит, прикольно рассказывает. Добродушный дядечка. Риэлтором работал. Но я его не смотрел, честно, наверное, до момента, пока у меня не появилось 1300 подписчиков. Я вообще не знаю, откуда он у меня появился в рекомендашках. Это так же, как хочешь расслабиться, смотри Зверье, смотри Артстайл, смотри этого гения Ютьюба Вайпера. То есть типы-то норм все. Просто контент специфический. Не всем зайдет. Как и мой контент не всем заходит. Не бывает универсального секрета. Xperia все-таки не очень по сравнению с новыми телефонами. Да, однозначно. Притом с любыми. Зум-зум обмануть может не обязательно само Али или магазин. Легко может обмануть, собственно, почта. Может кто угодно обмануть. Стоп, 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 стоп. Куда он, интересно, прыгнул? Ёшки! Как он шикарно, да, меня снял? Подтвердил. H2. А чё не New States, New Mobile? Во что хочу, в то и играю. Вы же играете в то, что вы хотите. Правильно? Чили кирпич, не знаю. Я думал, Rockfon 8. Встретил минусы. Опа, не круче. Не знаю. Короче, зум-зум. О, ёшки, я вот пока с вами разговаривал, не туда дропнулся. Ну и ладно. Может, как раз туда в итоге окажется. Чтобы выжить подольше, да? У нас еще есть 5 секунд до зона. Мои еще живые. Мне главное успеть забежать. Есть. А че он не бежит? 5 секунд. Телефоны через какую платформу? Называется Перекуп. Через Перекупа продаю. Во. Хоть что-то. Ёшки. Все, это было фейл. Нет, не полный. Но близко к полному. И... Нет. Нет, 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 нет. Почему у меня ничего не получилось с прыжком? Что учиться надо, да? Прыгать. Нет, не он. Ладно. А здесь пытался запрыгнуть. По-моему, здесь. Не получилось. Все, успею. Так, Рокфон актуален. Чтобы покупать его новое, однозначно нет. S21 менять надо на S24 и все. И будет тебе радость. Почему нет? Ты не хочешь поменять на S24? О, они еще добавили какого-то типа. 6 живых. Я пока здесь бегаю, мне кажется, они уже разберутся с всеми сквадами. Со всеми сквадами.
Во. Ох ты, ничего ж там типов положили. Типов было много. Так, а там что? Там дроп. Опа. Хоть какую-то пользу принес, да? Все. Можно S23 взять, разницы особой нет. Янис нет, не можно, потому что разница в цене минимальная, зато в поддержке 1 год. И сейчас мне скажут про 7 лет поддержки у Asus'ов, ой, точнее у Samsung'ов, и то, что они, в принципе, будут поддерживать. Так, что? Мы выиграли, проиграли, выиграли же. Все, результаты. Вроде FPS не падало. Samsung S24, Oppo Find X7. S24 на снэпе. Цена разная, к слову. Формат разный. Вы понимаете, вы сравниваете... Фишка S24 в том, что он маленький. То есть это компакт. И все. А как может быть один прайс у Oppo Find X7 и S24 на снэпе? Что это же, почему вот, Кирилл, давайте фантазию мы отключаем, вы меня сбиваете просто с каких-то мыслительных процессов, хоть каких-то. А с точки зрения покупки железок я все-таки шарю. Иначе бы вас здесь не было всех. Что купить девочке-подростку вместо iPhone 15? А что, у нее есть iPhone 15? Девочки-подростки воспринимают только гудков айфоны. iPhone 14 или iPhone 15 Pro. Вот единственные у вас варианты. В S24 память всего в 256 гигабайт. И в каком моменте времени вам нужно больше? Что вы снимаете? Вы снимаете 8К? Вы все фотографии храните на смартфоне? Все видео храните на смартфоне? У вас нет доступа к компьютеру? Кирилл, если с S23, то X7. Андрей, опять же, я на стриме не нашел ни одного человека и в обзоре не видел ни одного человека, кто эту информацию бы подтвердил. Но я верю, что так оно и есть. Я об этом говорил. Exynos вообще очень плохая железка. Так же, как Tensor. Мое мнение, субъективное. Подкрепленное только моим жизненным опытом. О, я вспомнил, кстати, слово, как меня называл один из блогеров, и ему огромное спасибо за это. Я тогда был, наверное, у меня было, наверное, 1200 подписчиков. Конъюнктурщик. Вот. На меня там диск даже выпустили. Это было 3 года назад, и этот диск дал мне почти 60 тысяч подписчиков. Когда тебя хейтят, это хорошо. Так вот, к чему? Поэтому как раз блогеры друг друга и не вспоминают, потому что любая реклама – это реклама. И, наверное, конъюнктурщик – это про меня. То есть мне интересно то, что интересно всем. Опа, броня. И все. Но я не знаю, вот как блогеру выбирать, вот техноблогер, что он делает? Он там ищет, ну, Honor хорошие партнеры, кто там еще? Ну вот все непопулярные, вы понимаете, что все непопулярные бренды, которые растут, они и будут партнерами. Про них вы и будете видеть обзоры.
А бренды, у которых все good, зачем им делать каких-нибудь блогеров? Вот Айку те же. Они и так норм продаются. Vivo какой-то дешман надо продавать только в основном. Непопулярный. Что X100 Pro у них какой-то рекламный обзор у кого-то был? Нет. Это я с вами рассуждаю. Вообще какая-то дебри, если честно. Давайте лучше о хорошем. Хорошее это то, что это копия великого и ужасного смартфона под названием ROG Phone 8. И я вам скажу одно, что FPS он не сбрасывает, яркость он не сбрасывает. Играем мы уже бодрых 15 минут. И без чехла, ну да, CPU 71%, температура 40. Да и ладно, норм. S24 или Xiaomi 14? Но из 13 и S23 я выбрал 13. Но S24 не сильно отличается от S23. И говорю, они до такой степени рядом. Хорошие партнеры и Honor лежит. А сотку они вам рекламировать не будут. Я вам скину, что я покупал его. Это китайский смарт. Вы заметьте, у меня Honor'ов ни одной глобалки не было. Вы серьезно думаете, что они заслали мне Honor 100? Они скорее найдут и мне и ноги сломают, и глаза выколят. Я покупаю все. Honor 100, Honor 100 Pro я купил. Китайские. Глобалки ни в коем случае бы не брал. Magic 6, Magic 6 Pro. Что я еще покупал? Magic 6 Pro, по-моему, тоже покупал. Так, и... Сейчас, 5 секунд. Полутаюсь чуть-чуть. Ну что, ждем-с. Типов. Что они там делают? Чем бы дети не тешились, главное, чтобы я дроп успел получить. Где мой дроп? Так, привет. Там тип какой-то бегал, ладно. Ах ты ёшки. Дроп. Так, по поводу... Не могу согласиться. На Exynos нормально работал. Ему безумно повезло. Прям 99,9 в периоде. Так, стоп, я уже жизни теряю. Чат на связи, привет из Мурманска. Жил в Мочегорске, Мурманской области 9 лет. Вам тоже привет. Ну, хотя технически я там оттуда часто уезжал в Волгоградскую область, город Волжский. Но Мурманск. Там классный у вас мэр был, и у вас чуть ли не у первых сделали нормальное освещение. Мы все с севера, с Наринмара, там я приезжал и такой, вау, когда здесь будет так же. Но так же там не сделали. Не знаю, как сейчас у вас, но место классное было. Так. Классная. Холодина, морозилка, но в плане того, что северяне.
Северяне, братья. Так, так, так. Использовать. О! Вот так вот бросила я его. Держи с СПБ. С какого района Рамзеск? Рамзес. Когда Xiaomi 14? Да не скоро. С чего он? Думаешь, недавно должен отвалиться? Так. Мне кажется, что здесь нам надо типа одного установить, если он восстановится. В небо нужно стрелять, а я куда планировал? Ладно. О! Вынесли одного. Еще 13 живых, много. Не успею. Тихо. Есть. Угу. Так, и... Есть. Да ладно. Это было близко. Я уже 2 часа на тренировку иду, криков тьма, у вас как? У меня уже нет жены. У меня уже есть бывшая супруга и дети. Поэтому вот так. Мой нынешний Xiaomi Redmi Note 8 отвалился не быстро, а все-таки флагман новый. Redmi Note 8 Pro был, по-моему, топ. Выборгский это прям центр-центр. Почти. Ну, почему Максимус? А у Антона отличная жизнь, потому что каждый выбирает то, что он хочет. И есть разные люди. Допустим, разные, как это называется, социальные контракты. Нельзя сказать, что кто-то не прав. Ну, он до сих пор не сбросил у нас яркость, я хочу вам ответить. И я еще одну каточку съезжу. Езжу в метро в МСК, китайцев на руках нет, 9 и 10 айфона разных моделей, в основном 12 и 13. Андрей, ну вот вам и яркий пример того, что обычно берут люди. Не забываем прожать лайк, всем огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, что подобного контента на YouTube нет, потому что все уходят, разумеется, в короткие видео, которые дают много просмотров, много подписок. А мой контент, он помогает, надеюсь, вам выбирать, что лучше приобрести по тем или иным причинам. И
Если такая тема умрет, значит умрет. Но все зависит от вас, будет ли отмирать эта штука или нет. Так же, как все начали делать короче обзоры, я стал делать больше. Все начали делать шорты, я открыл канал для стримов. Вот и все. Мы пойдем на север. Звучит, кстати, плохой ассоциацией, но все равно. Пропустил. Какой шим? Адекватный относительно. 20%, 30%, когда включаешь DC-диминг норм, до 20% даже ниже. В обзоре будет завтра. Антон, просто уважаю мнение супруги. Не-не-не, здесь, наверное, криков тьма, крики не подразумевают мнение. То есть, если человек повышает голос, это плохо. Очень. Если вы по-другому написали, что у вас конструктивная критика, потому что вы занимаетесь своим здоровьем, так как, возможно, можно пошучу? Не буду шутить. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Страховка. Зачем, чтобы человек тренировался? Здоровье еще больше будет. По вашему мнению, какой лучше смарт? Или вы имеете в виду тренировка, это литербол и накидал его в бане с попыткой найти вас после в пятницы в понедельник, чтобы вы пошли на работу, тогда она молодец. По вашему мнению, какой лучше смарт? На меня не ругались, даже учитывая, что я бежал на работу, в обед бегал вместо обеда и вечером бежал с работы. И потом шел, брал ребенка, еще гулял с ним до 10. И с утра еще, ладно, вел его в садик. Вот. Любой движ – это полезная штука. Что думаешь про Honor Magic 6 Ultimate? Я думаю, что это оверпрайс лютейший, я его покупать не буду, потому что я его не продам. Все. То есть 6 Pro я уже тестил, и мне хватило. Snow, привет. Как говорят юмористы, с чем я очень согласен, лучшее, что есть, чтобы крепить узы брака, это либо ипотека, либо кредиты совместные. Ну а если у вас несколько объектов недвижимости на 2 человека, очень часто люди уважают себя больше. Вот, если один, то меньше. И вообще я об этом говорить не хочу. Если что, это очень глупый юмор. Я это понимаю. Так, мне дали вот этого типа. Это кто? Применение навыка. Бомбардировка. О, тема. Первый раз мне этого типа дали. Какой лучше смарт около 35 тысяч, не Xiaomi? Realme Note, Realme 12 Pro Plus 29. iQOO Neo 9. А вообще я буду вам безумно благодарен, если вы посмотрите топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей на канале Польза.нет. Ну вот мне пишут, почему я отвечаю обзорами на канале. Потому что я на это все делал обзоры. На все эти вопросы. Понимаете? Максимус. Нет, да тут формулировка просто у человека смешная. А тренировка это круто. Любая, если спортивная. Завидую вашей сознательности. Футбик вообще, всегда футбол, баскетбол, мне казалось, такие крутые типы, которые могут... Я бегал вокруг поля, пока народ играл в футбол. То есть там мог 1,5 часа бегать. И, ну, им было весело. Мне было не весело, я просто успокаивал своих демонов интенсивно. Иногда знаете, что делал? Ну, не иногда, а в основном я делал... бежишь 400, отжимаешься, бежишь 400, подтягиваешься, бежишь 400, отжимаешься, бежишь 400, группе бежишь 400, прыжок на куб я срубил. И так не один год. Просто когда я это рассказываю, чтобы вы понимали, это было больше 10 лет. 15, по-моему, суммарно. То есть я был очень заряженный. А теперь я не такой заряженный. Но у меня движения все равно хватает. Пусть оно и чуть-чуть другое. Живу чаще в курортном районе. Тут хорошо. Хорошо везде, где нас нет. Так, ну и что? Вице-кем? Как у кого вечер? Мы уже, кстати, его гоняем 1:40, прикиньте. Нормальный смарт.
Но я, наверное, последнюю катку эту делаю, потому что сколько там процентов было? Сейчас 63, прошло 30 минут. ФПС вообще не проседал. Вообще. Угу, надо уже забегать в зону. У нас футбол занимается заканчивается драка. Ну, плохо. Плохая сознательность. Уровень сознательности близок к нулю. Футбол должен заканчиваться отмечанием победы одной из команд и рукопожатием. Это мини-футбол обычно не заканчивается, а таким образом останавливается. Так, и куда здесь пробежать-то? Ну-ка. Есть здесь, есть. Хотя, кому как. Там я что-то видел. Ну-ка. Кто помнит, сколько процентов было? Ну, уже у многих китайцев 60 FPS. Но, правда, там такие 60 FPS, которые выглядят, как будто они 30. Так, где он долбит кого? Опа, вижу. Не вижу. Так, во, вижу, типа. Вижу, 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 вижу. Опа-па. Дроп. 73, спасибо. 73, 62. Ну, вообще нормально он ест. Очень экономно. За 30 минут. 22% в час он ест, значит. Так, вот здесь полутаюсь быстро, и потом побегу в зону, у меня 30 секунд. О, 6. Ох ты, ёшки. Я думаю, что у него была такая же идея полутаться, а потом пойти в зону. Но это, скорее всего, был бот. Это уже не боты. Так. Все, раз, два, три, четыре. Все. Живем пока. Иксы. Так, они вообще на другой стороне. Окей. Опа. Пардон.
Повезло мне, что тип был левый вообще. Был бы правый, мне бы был конец. Музыка на фоне, кстати, есть, просто тихо. Руслан, потому что никто не покупает Honor Magic 6 Pro или Honor Magic 6 в глобальной версии, ее раздает Honor, и я ее брать у них не собираюсь, а покупать тем более, потому что я ее не продам. Руслан, никто из блогеров не покупает Honor Magic 6 Pro или Honor Magic 6. Это дает сам бренд Honor. Для чего? Я думаю, вам и так понятно. Все. Покупать, я купил и так Honor. А в чем смысл? Я обозревал уже Honor Magic 6 и 6 Pro китайский. Почему вам надо, чтобы я пообозревал глобальный? Или вы сами Honor представляете, и вам хочется, чтобы кто-то купил со своей дури и рассказал? Признавайтесь. Я не такой тупой. И Саня через месяц, я купил Honor Magic 6 и 6 Pro в глобалках, потому что больше нечего обозревать. Нет, такого не будет. Так, ну что здесь за зарубы такие лютые были? Угу. Ничего интересного. Опа. Ага, вижу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, еще раз. Вот так. Что, сняли его, нет? Отлично. Живо 3, убито 3. Момент истины. Вряд ли он будет отбегать прям люто так. М. На 2 живых это прям интересно. Есть, красавцы. Что с охлаждением? Все волшебно. Так, 59% за 49 минут, и в целом он ест 22%. Это какая-то
ультра минимальное количество вообще процентов. И вот смотрите. 40 минут в Punk New State как с куста. 44-40. Вау. 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 Я в шоке. Мы сейчас поставим на гения еще, если он 20 минут отыграет на гения, без сброса яркости, сразу, кстати, сходу, да, подло, то это будет атас. Это очень круто. Вот сейчас то, что я видел, это нереально круто. И по количеству съеденных процентов, и по оптимизации. Тач был супер. Стекла нету, защитной пленки нету. Не мне интересует просто в глобалке что-то лучше или нет, чисто для этого. Хуже все, там стоимость космос для меня. Для вас это может быть другая история, вы можете, повторяюсь, продавать бренд Honor, и для вас это вообще будет круто. Если кто-то с дури купит, еще и расскажет. Притом неважно что. Про Honor 100, если он будет в глобалке, там же они через один идут с гуглами, кстати. Надо проверить. Если там нет гуглов, я самый тупой человек на планете. Так, 60 FPS выставил. 5 секунд, я сейчас поменяю аккумулятор. Надо ставить на камеру аккум. Не аккум, а это питание. Я аккум поставил. Не особо разумно, но... Для стримов не особо это драматично. В то же время, правильно? Почему я не играю в PUBG? Во что хочу, в то играю. Еще раз повторяюсь. Витайл. Может быть, я считаю по-другому. И все. Так, ну что, понеслась. Секундомер включил. 5 секунд. И 58%. Понеслась. Чего они вялые все стоят такие? А почему не на высоких генах? Ну, сейчас включу, окей. Потому что 60 FPS и так достаточно. Нет? Если вам еще и этого недостаточно, ну окей. Давайте на высокие. Графика. Пользовательская. Если я выставляю высокие или какие? Максимальные. Давайте максимальная. И 60 FPS. Тогда надо перезапускать игру. Какие дотошные. Янис, вы не отвечаю, вы не мой подписчик. Стримы для подписчиков. Пусть и не закрытая телега, но канал Польза.нет посмотрите хоть раз. И все узнаете. А чё ты? Виталий, вот именно потому, что вы спрашиваете, через чье. Какая цена? Вон в описании есть ссылка, можете посмотреть. 58 запомню. Ну, сейчас он прогрузится, и потом будем запоминать 58 еще раз. Может, сейчас он будет 57, пока он будет прогружаться. А у меня айкушки были, по-моему, Тёмы, или там еще какие-то? OnePlus 12 или Honor Magic 6? Однозначно OnePlus 12. 58. Понеслась. Так, а где все типы? Ну, так неинтересно. Ладно. Дропнемся куда-нибудь. Восемь ген 3, Виталий.
Детей сразу видно. Гуглом пользоваться так и не научили. Вообще, вообще, у Universal решил поюморить. Так, а что у нас здесь, кстати, за локейшн? Ладно, полетим сюда. Там точно что-то есть интересное, если оно горит. Сергей, я понятия не имею, в чем индийская глобалка хуже или лучше. Я знаю одно, что там может не быть ни всех бендов, ни агрегации частот. Так что вы спросите у того, кто вам ее советовал. Может, он в курсе. Что я не в курсе. Без сарказма. И что ж такое-то? Все, в топку. Ух ты, не шутя, он вообще молодец. Так, все. Почему они самонаводящиеся, типа? Ёшки. Все, мне хана. Я в прошлый раз его как-то раздалбывал, вот это вот. В его зеницу. А в этот раз вообще не шутя никак. Или это не он, не такой же тип? Нет, он все равно определил меня. Ну все, мне хана. Все, он вроде сбросил яркость чуть-чуть. Все, в топку. Я не знаю, как победить его. Знаю, что убегать надо, все. С линии атаки. Или это первый раз попал по нему? Все, еще раз завалили. Так, норм для игр. Ну, посмотрите, у нас же была прожарка. Что значит норм или нет? Прожарка была на этом канале, вы можете ознакомиться. Не забываем прожать лайк всем, кому интересен подобный рода контент. Так, иммунитет. Все, я улетаю отсюда. Ёшки, еще и убили и эту. Ладно. Телепорт. Надо попроще. На Абзус вот и спросил. Цену 80 плюс на Алине и хилая цена. Да. Цена просто космос. Конская. Прямым текстом цена конская. Поклониться статую. Дать все. Еще и сенсор начал. Начал все подглючивать. Геншин.
победил его. Геншин, Азус победил на максималках. Все должны... О, не, развис. Развис. Я думал, все. Он просто чуть-чуть подумал. Но, чтобы вы не думали, что он совсем чуть-чуть подумал, вы должны увидеть люкса. 1300 люксов, не шутя. Он разогрелся и сделал экран еще более ярким, прикиньте. Как так? Как так может быть? Вот такое тоже бывает. Тогда надо брать. Ничего не надо брать. Это обзор ради обзора. OnePlus Ace 11 Ultra возьмет только человек, который... Я не знаю, кто, но вот напишите, какая причина может быть купить Ace 11 Ultra. Если хочется уже игровой, купите тогда Rockfon 8, перешитый с Global с Китая на Global. Ну, вручную перепрошивайте, но по идее это тот же самый смартфон же. Вовремя я свалил. Еще и там и типы добавились. Вообще не в цвет. Это, кстати, тоже живучий. Мне кажется, что ему надо больше теперь в глаз попасть раз, чтобы он отрубился. Или мне так кажется. О, все, наконец-то. Какие зарубища просто. Почему не получается попасть? Ёшки. О, все. Сел. Ух ты, ёшки, какое быстро он снял, да? А как так может быть, что он яркость больше сделал? Так. Ага.
Ему броню лупит, прикиньте. Ёшки. Опять. Бедная. По яркости максимум 900 люксов здесь. Какая здесь может быть некомфортная яркость, если она и так топ? Очуметь, он меня забульбенил. И все, у меня осталась только она. Все. Зафиналились. Вот что бывает, когда два, да? Типа приходит. Так, ну этот одиночка. Он-то в паре. Мы уже играем 12 минут, в принципе, ему хватит. Или хотите, чтобы дольше? Потому что до него мы еще играли, получается, 40. 45 снов. Да нет, 45 минут это прям совсем долго. Ультра долго. Мы опять прыгаем. Что за сарказм? Еще раз повторяю, Asus 11 Ultra не стоит покупать, потому что это дорого, и за эти деньги вы купите любой самый очуменный флагман, какой только есть. Это такая же история, как и с Meizu 21 Pro. Вот. Все живы-здоровы. Как у кого вечер, не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. И лисенок. За 40. За 40 норм. За 40 огниво. Так, ну что ж, понеслась. О, еще и рассеивание. Что это такое тут? Вот этот ледяной тип. Ледяной тип вообще злая тема. Надо разделять. Ледяного типа надо стрелять с лука. Ладно, нам наша миссия это побегать просто и погрузить смарт. А здесь эффектов зашибись на этих типах.
Ух ты, ёшки, как хорошо-то меня зацепили. Мне кажется, мне надо уже апгрейдить героев, а я все еще бегаю как дурачок. И не апгрейжу их. Так, все, 15 минут, 16 минут. Я не хочу больше играть. Было 51. Сколько процентов было? И яркость он не сбрасывал, скорее добавил. В 4, где-то 20. Живые хорошо в плане вечера. Ну, хорошо. Правильный подход. 46-41, то есть можно играть. 1200 люксов. Какой-то рандом вот по яркости. Такое ощущение, что он прибавляет яркости во время игры. 58, а сейчас 50, спасибо. 51, 7%. 28, 30. Артефакты надо, да, половить. 28-30 в PUBG. Ну, в целом и частности, огромное спасибо всем, что зашли. Я прекрасно понимаю, что ультра нужна. Напишите в комментах, вдруг реально кто-то собирается ее покупать. Я вам безумно буду благодарен, по какой причине вы собираетесь именно ее брать. Почему вы выбрали ее среди множества смартфонов за эти деньги. И повторяю, что вот бренд Honor я не советую приобретать вообще. Я о нем рассказываю, потому что мне нужны просмотры. Посмотрите разнос Honor 90, у которого даже стерео нет, а он до сих пор за 30-ку торгуется. Но, опять же, кто-то умнее, вот, ну, хорошо, пусть покупают. Пам-пам. Я хотел, но уже нет. Камера не очень. Шаляви. Так, а там железо такое, что и неоткуда камере появиться. Да, Asus решает, потому что это не уникальный смартфон. Это был бы, если бы компакт, мы бы выбирали между iPhone 15 Pro, iPhone 15, Samsung S23, 24 и Zenfone, допустим, 10. Но сейчас мы выбираем без Asus. И Asus вот этим смартфоном убил всю легенду. Вот для кого-то легенда были их игровые смарты, они для меня и остаются легендой, и альтернатив им нет. Но для других были компакты Asus, потому что они были не как у всех. И я за это их тоже уважал. Все поменялось. Будем ли плакать мы по этому поводу? Нет. Может быть, они одумаются. И все. Огромное спасибо всем, кто пришел. Было безумно приятно вас видеть. Скорее всего, послезавтра мы будем гонять вот этого малыша. Это у нас SE3. Wildlife Extreme мы уже прошли. Нет. Сейчас его включим. Вот видите, полезное с приятным совместил. Либра, огромное спасибо, что зашел. Смит, Рамсдес, Лысый. Да, Лысый, прям вот в играх он не просто может, это прям вау. И ничего не надо дорабатывать. Ирина, вы здесь были? У нас была девушка. В 40 лет мы удивляемся тому, что у нас была девушка на стриме. Спасибо большое, без сарказма. ZS Алекс, вам тоже спасибо, что зашли. Гатита, Сноу, Иван, Андрей, Интроведос, Алекс и Барс. Universal отдельное спасибо, если ты еще не убежал. Ты уже гонял IQ 12? Николай, есть еще польза стрима, там тоже он есть. Напиши польза IQ 12. Увидишь все обзоры у меня на него. Их было много. Мистер Эл, вам тоже? Или вам интересен 3V больше OnePlus? Кто досмотрел стрим, напишите. Если OnePlus 3V вам более интересен, могу завтра, послезавтра его погонять. Девайсу однозначно, без учета цены, да, с учетом цены однозначно 100%, миллиард процентов нет. Скорее всего. Смотрите обзор завтра.
Надеюсь, что у меня хватит мозгов его продать, потому что даже ROG-фоны 8 тяжело уходят. И надеюсь, что вы поддержите данный проект, потому что по мне, пусть все уходят в супер короткие 15-секундные видео, придумывают танцы, пляски, шутки, еще что-то, но нам, взрослым дядикам и девушкам, иногда в маленьком проценте, хочется не выбрасывать свои деньги на ветер, особенно когда они кровно заработанные, и сравнивать и тестировать устройство, правильно? А это возможно только долго и мучительно, без вот этого. Посмотрите, какие грани. Вы знаете, какие ощущения? А тактильные ощущения? Вообще я кайфую. Ну вот примерно вот так. Это не мой формат. Хотя, наверное, он более востребован. Так, мне очень интересно OnePlus Ace 3V. Хорошо. У меня до сих пор Zenfone 4 лежит. Ну, лежит, это не работает. Это чуть другая история. Иван, нет. Нет. И еще раз нет. Максим, все. Всем добра и увидимся послезавтра, я думаю.